Привет! Я долго думал, записывать ли голос поверх этого видео, и пришел к выводу, что поступлю абсолютно по-другому. Для начала я просто оговорюсь, что это видео не является туториалом, а для тех ребят, которые действительно хотят увидеть от меня полноценный туториал, я прошу, напишите, пожалуйста, в комментариях, что конкретно вас интересует, потому что эта тема очень обширная, и уместить что-либо в одно видео, как я делаю в SpeedPaint, просто невозможно, потому что я применяю сразу много специфик и методик работы, каждую из которых, естественно, нужно рассматривать отдельно и понимать отдельно. Так что пишите в комментариях, что именно вам непонятно, или с чего вы хотите начать. Или, пишите: «Стас, пожалуйста, расскажи, как ты открываешь модельку в Sims, как ты ее переносишь», или «Стас, расскажи, как ты работаешь с ригом, как ты работаешь со светом». Короче, давайте мне конкретику, и я вам с этим помогу. Я специально для вас запишу видео. Что ж, с этим мы определились, а теперь поясню, что происходит у нас на видео. Недавно я осознал, что хочу снять свою собственную машиниму, да не простую, а золотую, сделанную полностью в блендере, по возможности без использования ресурсов игры, то есть не снимая где-то в игре. Я, по крайней мере, постараюсь, насколько мне хватит ресурсов компьютера. И это видео, это запись того, как я на протяжении 19, мать твою, часов делал маленький кусочек видео в блендере. Кажется, он вышел где-то в 5 секунд. И поскольку это все-таки не туториал, я лишь хочу продемонстрировать трудности, с которыми я столкнулся в процессе создания этого маленького кусочка, просто осветить их и просто показать, как у меня проходил этот процесс, ни больше, ни меньше. Для ребят, опять-таки, которые хотят туториал, пожалуйста, напишите, все будет. Данная работа заняла у меня несколько этапов, кажется, их было около 5. Это работа внутри блендера, то есть анимация и текстурирование сцены, в том числе и там предварительные съемки, постобработка, обработка и какие-то монтажные моменты, то есть уже монтаж. В общей сумме вышло действительно 19 часов из маленького отрезочка видео, которое состоит из 5 секунд. Кстати, сразу я тоже оговорюсь, я сейчас записываю без какого-либо сценария, поэтому моя речь очень странная и много, может быть, о и прочего. Просто перетерпите этот момент, скоро я заткнусь, и дам вам просто посмотреть и насладиться рендером. Также обратите, пожалуйста, внимание, в некоторых моментах я сделал сноски, которые объясняют, что вообще происходит на экране, и мои мысли по этому поводу, они не очень важны, но если вам понравится этот элемент оформления моего, то, возможно, я буду его использовать и дальше с более какими-то интересными пояснениями, которые идут между строк, когда я говорю о какой-то абсолютно посторонней фигне. К сожалению, мне не очень понравился результат готовой работы, потому что он объективно, на мой взгляд, опять-таки, я не знаю, как вы ее оцените, он сырой и не очень симпатичный, но, пожалуйста, возьмите во внимание, что я нигде этому не учился. Я не имею никаких дипломов или там, сертификатов специалиста и прочее. Я просто чувак, который сел в карантин и залез в блендер. Вот. Просто от нефиг делать, потому что нашлось лишнее время. То есть я занимаюсь этим непрофессионально, и я очень хочу развить в себе эти навыки, поэтому, пожалуйста, для начала судите меня не очень строго. А если судите, то делайте это конструктивно, чтобы у меня просто не опустились руки, потому что это никому не пойдет на пользу. Если вы тут со мной смотрите то, что я делаю, значит, вам это интересно, значит, нет резона меня бить по башке за это лишний раз. Я надеюсь. Что ж, я, кажется, сказал все, что хотел сказать, поэтому сейчас я замолкаю и даю вам насладиться моими 19-часовыми страданиями. Пишите, что бы вы хотели, чтобы я для вас снял.